Солнце садилось за город Балтимор, окрашивая горизонт в золотистый цвет. Улицы были заполнены людьми, в воздухе витал запах дыма. Это был обычный день в городе, но для одного человека он был бы каким угодно, только необычным. Добро пожаловать на канал «Удивительная правда». Не забудьте подписаться и нажать кнопку звонка, чтобы получать все новости. А теперь переходите к сюжету. Ронни был бедным чернокожим пожарным, жившим в Балтиморе. Он много лет проработал пожарным. Он часто чувствовал, что его игнорируют в городе, который часто не замечал своих менее удачливых граждан, и на его долю выпала немалая доля трагедий. Но ничто не могло подготовить его к тому, с чем ему предстояло столкнуться в ту ночь. Все началось с отдаленного грохота, похожего на раскаты грома. Затем начался дождь, который лил с неба, как из ведра. Довольно скоро стало ясно, что это была не просто мимолетная гроза. Это было полномасштабное наводнение. Это был обычный день в Балтиморе, когда Ронни позвонили по телефону, который стал событием всей его жизни. Приближался сильный шторм, который должен был принести с собой проливные дожди и сильный ветер. Ронни вызвал по экстренному вызову всех имеющихся в наличии пожарных, чтобы они помогли отреагировать на быстро распространяющиеся мрачные новости о наводнении в некоторых беднейших районах города. Ронни быстро явился на дежурство в ближайшую пожарную часть и едва успел ухмыльнуться крепким белым мужчинам, которые, как всегда, делали вид, что не замечают его, прежде чем их отправили помогать эвакуировать людей из их домов. В тот роковой день обстановка в эпицентре пожара была не из приятных. Люди отчаянно собирали все, что могли спасти, прежде чем броситься прочь или заплакать, когда эти вещи уже нельзя было спасти. В городе царил хаос. Это было похоже на те фильмы, которые можно посмотреть на большом экране, только все это было гораздо страшнее, потому что было реальным. Ронни знал, что должен действовать быстро, если хочет спасти как можно больше жизней. Он бросился в бой, бегая по улицам и помогая всем, кого мог найти, кто нуждался в помощи, чтобы уберечься от опасности. Ронни пробирался сквозь бурлящие воды, доходившие ему до шеи, бесстрашно используя себя в качестве щита между бушующими волнами и испуганными детьми, где бы он их ни нашел, понимая, что это может быть их единственным шансом на жизнь, если они подольше останутся на месте. Он неустанно трудился всю ночь, спасая людей из их домов и перенося их в безопасное место на своей спине. Как раз в тот момент, когда Ронни подумал, что сделал все, что мог, он услышал слабый крик, доносившийся из соседнего переулка. Он бросился туда, чтобы разобраться, в чем дело, и обнаружил двух маленьких детей, в страхе прижавшихся друг к другу. Эти маленькие разнояйцевые близнецы боролись с течением, и Ронни быстро перемахнул через них, чтобы защититься от дальнейшего натиска воды, крепко обхватив их обеими руками. Он решительно двинулся вперед, пытаясь унять их испуганные рыдания, эхом отдававшиеся вокруг. Внезапно заметив, что на одном из них нет обуви, Ронни начал двигаться еще быстрее, чем раньше, умудряясь каким-то образом не только проводить обоих малышей через различные труднопроходимые места, но и надежно оберегать их босые ступни от всевозможных острых предметов. Он поддерживал их, когда вода была слишком высокой или сильной, и заставлял идти пешком, когда проходы и срез, которые он выбирал, были слишком узкими, чтобы вместить их троих. Взвалив двоих детей себе на плечи, запыхавшийся после нескольких часов, проведенных в брожении по поднимающимся водам и бесчисленным переулкам, полным беженцев, Ронни наконец заметил то, что казалось безопасным убежищем, освещенным десятками отчаянных фар и заполненным измученными семьями, ищущими убежище от разрушительных поводковых вод. Ронни, пошатываясь, двинулся вперед, крепко держа обоих измученных малышей под мышками. Он вытащил их из помещения, похожего на какой-то детский дом, где, к счастью, кто-то знающий взял на себя ответственность без вопросов и промедления, услышав, как отважно Ронни боролся за спасение этих двух невинных жизней. Ронни попросил сменную одежду для детей и попытался помочь им одеться. Он раздобыл для них кое-что из еды у сотрудников, которые раздавали собранные ими скудные продукты сначала пожилым людям, детям и тем, кто находился в критическом состоянии, а затем остальным.
Трудные времена требовали жесткого руководства. Чернокожий мужчина сидел с детьми и пытался их утешить. Теперь, когда у него было время как следует рассмотреть их, близнецам было не больше 5 лет. Мальчику и девочке с волосами цвета золотистых солнечных лучей. Девочка была пониже ростом и держалась за руку брата. «Я Ронни, пожарный и твой друг. Я позабочусь о том, чтобы с тобой не случилось ничего плохого, и помогу тебе найти твоих родителей. Как тебя зовут?» «Дэвид Сара», — застенчиво ответила девочка, прячась за спину брата. «Не волнуйтесь, дети. Теперь ты в безопасности. Я позабочусь о том, чтобы ничто не причинило вам вреда, как я делала это раньше. Обещаю», — сказала Ронни теплым тоном, чтобы успокоить детей. «Мне нужно, чтобы вы помогли мне, как я помогла вам». «Хорошо?» — спросил он, надеясь, что дети знают ответ на его вопрос. «Хорошо», — ответил мальчик. «Дэвид». «Но чем мы можем вам помочь, мистер Ронни?» «Мы такие маленькие», — спросила Сара с невинностью, которая заставила пожарного добродушно усмехнуться. «Назови мне имена своих родителей». «Маму зовут Дженни, а папу Тони», — ответила Сара. «Энтони», — поправил Дэвид. Оказалось, что родители были на работе, когда разразился шторм, и они позвонили детям, чтобы предупредить их не выходить на улицу. Когда вода добралась до дома, а их родители все еще не вернулись, дети вышли на улицу. И именно тогда Ронни нашел их. К сожалению, дети больше ничего не знали. Они не знали, где живут и где работают их родители, и еще не ходили в школу, поэтому возможностей помочь им найти свою семью в кратчайшие сроки было довольно мало. Как только они оказались в безопасности, Ронни попытался выяснить, кому принадлежали эти дети, но, похоже, никто ничего не знал ни о них, ни о местонахождении их родителей. Не имея другого выхода, Ронни решил сам позаботиться о них, пока не будут найдены их родители, или пока их не поместят в безопасный дом где-нибудь в другом районе города. На какое-то время он забрал их к себе домой и обеспечил едой и кровом, а также сделал все возможное, чтобы они чувствовали себя в безопасности в это непростое для всех время. К сожалению, с течением времени ситуация становилась только хуже. Довольно скоро стало ясно, что нет никакой надежды найти их родителей или каких-либо других членов семьи, которые могли бы должным образом позаботиться о них в этой кризисной ситуации. С тяжелым сердцем Ронни осознал, что ему придется увезти этих двух близнецов из Балтимора, если у них когда-нибудь появится шанс на лучшую жизнь в другом месте. Он уехал жить к своей тете в соседний город. В конце концов, Ронни вместе с близнецами уехал из Балтимора в неизвестном направлении, как и многие другие беженцы в то мрачное время, надеясь, что в один прекрасный день они вернутся в надежные объятия своих любящих родителей. Точно так же, как в ту роковую ночь, когда он на нетвердых ногах добрался до них, он не забыл оставить записку всем своим знакомым в Балтиморе, что забирает детей с собой в дом своей тети. Он оставил свой новый адрес всем, кого знал в Балтиморе, чтобы родители близнецов могли приехать и найти своих детей. Ронни заботился о детях своей тети, как о своих собственных, и обеспечил им любовь, стабильность и защищенность, в которых они нуждались в детстве. Довольно скоро жители нового города перестали называть близнецов потерянными или сиротами. Они назвали их «дети Ронни» из уважения к тому, что он для них сделал. Прошло 6 месяцев, прежде чем их родители были найдены. Ронни оказался в сложной ситуации и должен был принять решение, потому что дети были в том возрасте, когда нужно идти в школу. Затем раздался звонок в дверь, и появились родители. После радостной встречи родители горячо поблагодарили Ронни за спасение их близнецов и заботу о них. Они объяснили, что муж был серьезно ранен во время шторма, и они перевезли его на вертолете в соседний город. Мать продолжала пытаться найти детей, и после того, как состояние отца стабилизировалось, они вернулись в Балтимор, чтобы снова заняться поисками своих детей. Моей жене было ничуть не лучше, чем мне. Она едва могла ходить, но продолжала расспрашивать всех, кого видела, о детях, поделился отец. Дети уехали со своими родителями, и они унесли с собой частичку сердца Ронни. «Мы никогда не забудем тебя, дядя Ронни»,
— сказала девочка, обнимая его. «Приходи к нам в гости», — крикнул мальчик, махая ему рукой. Перенесемся на 27 лет вперед. Ронни навещал друзей в больнице соседнего города когда. И он получил потрясение всей своей жизни, а также лучший подарок. Двое близнецов, ставших теперь взрослыми людьми, отплатили за доброту Ронни, создав на его имя фонд для колледжа, чтобы, каким бы бедным он ни был, все будущие поколения семьи Ронни имели доступ к высшему образованию, если бы захотели его получить. Ошеломленные этим щедрым жестом, оба близнеца, как ни странно, никогда не забывали о Ронни. Когда они увидели его, то сразу узнали. Дядя Ронни, Сара с неизменным энтузиазмом приветствовала его, когда увидела. «Подожди, пока Дэвид увидит тебя. Он выплачет все глаза», — сказала Сара тем же озорным тоном, который был у нее все эти годы. Ронни почувствовал себя так, словно его отбросило на 27 лет назад, когда он впервые увидел дрожащих близнецов. Теперь они стояли перед ним, высокие и гордые, с улыбками и радостными лицами. Он не мог гордиться своим поступком больше, чем спасением этих двоих и заботой о них. Они пригласили Ронни на праздничный ужин к себе домой и сделали это традицией, которая повторялась раз в 2 недели и которая до сих пор стала важной частью их жизни. Это было время, когда все собирались вместе, чтобы поесть, поделиться историями и выразить благодарность за то, что были друг с другом как в хорошие, так и в плохие времена на протяжении всех этих лет. Они также преподнесли ему особый подарок — фотографию в рамке, на которой они были запечатлены втроем в ту роковую ночь 27 лет назад, когда Ронни спас им жизни. Ронни был переполнен эмоциями от их поступка и горячо поблагодарил их за то, что они помнят о нем столько лет спустя. Он сказал, что это был один из лучших подарков, которые он когда-либо получал, и что он всегда будет напоминать ему о том, как много он значил для Сары и Дэвида. Что ж, друзья, вот и подошел к концу этот невероятный рассказ. Мы, как всегда, надеемся, что вам понравилось. Если вам понравилось, поставьте лайк, оставьте свой ценный комментарий, поделитесь им в своих социальных сетях, подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик для уведомлений, чтобы вы всегда получали уведомления о появлении у нас нового видео и. Таким образом, вы не пропустите ни одной нашей статьи. Нам остается только пригласить вас присоединиться к нам в следующей. Если вам понравилась история, то, несомненно, следующее видео, которое появится на вашем экране, побудит вас подписаться на канал, поднять большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из наших следующих видео.